От Советского информбюро. 6 марта 1945 года войска Второго Белорусского фронта после двухнедельной осады и упорных боев завершили разгром окруженной группировки противника и 6 марта овладели городом и крепостью Грудзянск, Грауденис. Войска Первого Белорусского фронта перерезали все пути, идущие из Берлина на запад, соединились северо-западнее Потсдама с войсками Первого Украинского фронта, завершив таким образом полное окружение Берлина. Весенняя пора! Поел до со двора! Лучше давайте кому набьем, мужики, брюхо досыта! Вот дуралей. Радуйся, что на посылках. Слыхал я, братцы, ух, как хорошо нам сегодня будет. Ух, как хорошо. Банный день у нашего строительного наряда. Стало быть, попаримся. Ох, как хорошо попаримся. В шеи погоняем. Да еще, говорят, и водочки дадут. Это откуда такие вести-то? Ну, вроде как распоряжение зам по тылу. Вот на первой линии, я помню, кормили лучше. По 3 раза на день. Ну здесь не первое, здесь так. Зато тихо. Как же надоело эта шрапнель уже. Да. Чувствую опять всю ночь из клозета не вылезать. От этой еды. Лучше бы блондинку давали, она хоть не такая мерзкая. Что пшонка, что перловка. Все еда. Да, сейчас бы трофейничков. Ага. А ежели отрава? Да не все ж после немчуры одна отрава остается. Ладно, к Николаевичу побегу. Спрошу, когда там наркомовский дадут. Дубак такой, хоть и весна. Ну когда ж, Николаевич? Чего когда ж? Когда чири на жопе скочит. А что ты ввалился, как мешок с какашками? Метет языком. Спагет мети. Я ж это... Про водку пришел узнать. Это про какую такую проводку? Ну водку, пьют ее, которую нам теперь положено. Возле кухни говорили, я слышал. Ну вот скажи мне, сынок, за какие такие заслуги? Ну, начал. Ну, вот не знаешь, что говорить, а говоришь. Водки ему давай. Совсем озверел. Распустился. Ну, чем же мы хуже других-то? А чем лучше? Распустился? А Ника Война, иди копай. Хоть чуть полезное для Родины сделай. И работать не мешай. Дверь там закрой, сквозняк. Что сказать ты хотел? Не дадут нам водки. Не дадут. Николаевич сказал, не положено. Сходишь?
Николаевич. О, здорово, коль не брешешь. Обещали вроде. Это ты что, насчет водки, что ли? А кто обещал-то? Мелкий ваш. Так он врет, как редьку стружит. Холодно, Николаевич. Понимаю. Только наркомовский 43-го года не дают. Теперь только по революционным праздникам и в особых случаях. А какой такой у вашего одуванчика особый случай? Так точно. Ладно, ты не серчай на него, малец. Видать, перепутал просто. Ну вот еще попутает, так я его не на земляные, а на санитарные работы пошлю. Сортир вот забит до отказа. Извини, пойду. Махорочки дать? Можно. Ага. Спасибо. Ну чем обрадуешь? Положено. Только в революционный праздник. Ясно. Слушайте, мужики, у Катерины в медсанчасти запас спирта имеется. Знаю один секрет, как так отлить, чтоб никто не заметил. Что за секрет? Тебе немцы, что ли, рассказали? Ты немца-то видел хоть раз в жизни? Видел. О, гнали пленных. О. И что, это они тебе нашептали? Да при чем здесь это? Ну да, не допустили меня до первой линии. Зато когда допустят, может, я сразу медаль получу. План у меня родился. Давай, излагай. Че, нога по погоде болит? Пройдет. Ну, товарищ твой вообще грудную пробила. Выздоравливает уже. Прохромаешься, потанцуем еще, а? Я так танцевать люблю. Даже во сне танцую. Да, я бы, конечно, вечерком после водочки. У нас такая же бабенка жила на районе. Муж пропал без вести. Мужикам за пол-литра давала. Я как-то раз добыл пол-литра. Она мне, сука, не дала. Маленький, ты, говорит. Ты что, честно подрос? Да черт их этих баб знает, что там выросло. Но поразвлечься я не прочь. Так сказать, и опыт имеется. Приобрел с одной вдовой соседкой. Это зачем? Ты что делаешь-то? Да нормально все. Просто проверяю. Хороший спирт гореть будет. А разбавленный нет. Может, не спалили.
не я. Это батя у меня. Профессор был по махинации. Я его не знал почти. Так он вечно позорил. Штрафбат. А он пропал. Но жизнь подучил нас. Идем уже, хорош трепать. Повеселимся сегодня. Мы с мужем так деток хотели. Потом война. Муж-то где воюет? Муж-то? В 43-м. Под Курском. В танке. Сгорел. А я до этого на заводе работала. А потом сразу в военкомат пошла. Там на курсы медсестер меня отправили. А осенью я уже в действующую прибыла. И поначалу тяжело было. Я крови до смерти боюсь. Потом ничего, привыкла. Если бы еще не донимали некоторые. Ну ничего, ладно, отшучиваюсь. Переживется все. Катерина. Закончится война. Найдешь мужика, родишь. Поживешь еще. Может, да. А может и нет. О будущем гадать, что на воде писать. У меня там спирта немного есть. Хочешь выпить? Идите, все готово. Наливай не буду. Да ладно ты. Хорошо же, отдохнем, расслабимся. Сказал, не наливай. Молодежь, лишь бы расслабиться. Ладно, дело хозяйское. Сейчас просто так спирта-то не найдешь. А если не дадут, то ты сам возьмешь, да? Это меня батя научил. Любитель был не свои вещи домой приносить. Он всегда говорил, главное быть на 100 шагов вперед мусоров. В шахматы меня учил играть, с рогатки стрелять. Недолго-то он прострелял, штрафбатя. Через месяц похоронка пришла. Зато пособие дали. И поел. Да уж. Был у меня такой папаша перед войной. Всю зарплату с кошельком подчистую спил. Убил бы, если бы поймал. Но война все по-своему решает. Если так подумать, война всем тюрьма. Никому свободы нет. Чего ж несешь, сопля? Язык без костей. Че пить не стал? Полно.
вспомнил. Перед войной такая же холодная весна была. Спокойная. Что ты все молчишь-то? Чего говорить? Расскажи, как партизанил. Стрелял. Дома кто есть? А были? Все были. Они за эту войну когда не расплатятся с людьми. Мы платить будем. Гитлеры шалеют, и мы платим. Почему они рождаются? Гитлер. Страшно не то, что они рождаются, а то, что люди им верить начинают. Жонка за мной ходит. С сыном. Сожженный. 2-й год ходит. Расскажи, легче станет. Не станет легче. Хлеб она пекла у меня. Вкусный хлеб. С корочки такой. Мы муку ей привозили, она пекла. Выдал кто? Взял и выдал. Как-то шли с разведки. Добрую разведку несли. Ко мне заглянули. Марья только на стол поставила, я с детем в руках походил. Она прибегает, вся белая. Хлопцы. Немцы в максютках. Мы из хаты выскочили и в лес ползком, а они оттуда прут. Цепью. Считай, рота. А был приказ в бой не ввязываться. Подле хаты жито росло. Мы в нем и залегли. Жито высокое. В том году хорошо уродил Гитлер. Приехали, лопочут что-то на своем. В хату зашли. А нас 5 человек. 2 связных вообще без оружия. Я гляжу сквозь колосья. Они муку выносят. У меня все оборвалось. Но откуда у одинокой бабы столько муки? Еще и в такое время. И кому? Ясное дело, кому. Я на командира посмотрел, а он белый, как полотно. Губы дрожат, шепчет мне: разведка, разведка. Я с детем на руках походил. Потом эсэсовец Василька выносит. Подбрасывает, играется, смеется. И сынок смеется. У меня малость отлегло, я думаю, пожалеет хоть его. Смеются же. А потом? А потом... А потом хату подожгли. Я сидеть начал. Марию не вывели, я даже выстрела не слышу. Не знаю, что с ней сделать. Из хаты не выводили. А Василька... Рассказывай. Еще рассказывай. Могу. Не могу. Раз 20 пробовал рассказывать, не могу. Говори! Дай отдышаться.
саду старая Антоновка росла. За рубашонку повесили на сучок. Сами отошли, горячо стало. Хата пылает. Василек на яблоне заходится. А я землю грызу. Помню только, холод по волосам пошел, и все. Яблони на той Антоновке печеные стали. Ходит Марья с Васильком за мной. Виноват я. В чем ты виноват? Что ты мог сделать? Сделать я, конечно, не мог ничего. Не надо было с ними вместе. Рядом. А я вжить лежал. Вот с тех пор я оправдываюсь перед своей душой. Выскочил бы, хлопцев засыпал. Разведка добрая была. Несли план карательной операции. Бригаду спасли. Целую бригаду. Чего ж там Марья с Васильком, правда? Тут не по арифметике надо. А почем надо, Дугин? Не знаю. Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил Великий День Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.